2009 год. Южная Корея. Камера смертника в сеульской тюрьме. Охрана во время обхода находит на самодельной петле тело одного из самых страшных убийц в истории страны – Чон Нам Гю. Самое жуткое в этой истории не сам факт самоубийства. Настоящий кошмар крылся в его предсмертной записке, которую потом изучали лучшие психиатры Азии. Знаете, почему он залез в петлю? Из-за ломки. Этот чувак настолько привык убивать, что в одиночной камере у него начался буквально физический ад от невозможности забрать чью-то жизнь. В записке он прямо написал: «Жажда убийства стала невыносимой, а так как здесь мне убить больше некого, мне приходится убить самого себя». Это не выдуманный Голливудом Ганнибал Лектор. Это реальный корейский психопат, который 2 года держал в страхе весь Сеул. Убил 14 человек, покалечил еще 20. А на суде он открыто сожалел лишь об одном, что его поймали слишком рано, и он не успел добить свой счетчик до 100 жизней. Меня зовут Илья, рад приветствовать вас на моем канале. Слабонервным прошу быть аккуратнее. И сегодня мы разберем дело истинного маньяка, который тренировался ради убийств как олимпийский чемпион. 살인의 만족감을 느꼈다는 정남규. 쾌락형 살인마 정남규. 그 이야기가 시작됩니다. 맞아, 저렇게 웃었어. Все началось в 2004 году. В тихих, неприметных южных районах Сеула одним за другим стали находить трупы. Сценарий всегда был одинаковым. Глубокая ночь, окраина города, полутемный переулок. Жертва – либо одинокая женщина, которая поздно возвращалась с работы, либо школьник. Нападение всегда происходило со спины. Быстрые, точные удары ножом или тяжелым обрезком трубы. Никакого ограбления, никаких следов сексуального насилия. Маньяк просто наносил удары и мгновенно растворялся во тьме. Полиция была в полном тупике. Обычно у преступников есть четкий мотив – деньги, месть, изнасилование. Здесь абсолютный ноль. Чувак просто выходил на ночные улицы как на обычную работу. Просто для того, чтобы забрать чужую жизнь. Эксперты быстро поняли, что имеет дело с редчайшим и самым опасным типом. Чистым убийцей ради удовольствия. Ему был важен исключительно сам процесс и доза дофамина в момент смерти человека. Но самое страшное, что поймать его не могли годами. И дело тут не в глупости полиции. Этот маньяк подошел к планированию своих убийств как профессиональный спортсмен. 여자를 자세히 들여다본 건 그때가 처음이었습니다. 저처럼 약해 빠진 놈한텐 Чон Нам Гю не был глупым уличным маргиналом. Он превратил всю свою жизнь в подготовке к идеальным убийствам. Во-первых, выносливость. Он фанатично бегал. Каждый день он наматывал по 10-15 километров на стадионах и по пересеченной местности. Зачем? Чтобы в случае форс-мажора он смог гарантированно убежать от нарядов полиции на своих двоих. Он принципиально не пользовался машинами или мопедами, чтобы не светить номера на дорожных камерах, только пешком и бегом. Во-вторых, это режим. Он полностью отказался от фастфуда, от сигарет, от алкоголя. Он держал идеальный баланс своего веса и физической формы, чтобы быть максимально тихим, быстрым и резким. В-третьих, маскировка следов. Чон Нам Гю прекрасно знал, как работает криминалистика и что полиция ищет преступников по отпечаткам подошв. Что он делал? Он покупал обычные кроссовки и вручную до самого основания срезал с них весь протектор канцелярским ножом. Делал подошву абсолютно гладкой, а иногда вообще специально менялся обувью со случайными бродягами на вокзалах. Совершал в ней убийство и тут же выбрасывал ее в реку. В итоге эксперты годами находили на местах преступления следы, которые физически было невозможно идентифицировать. 결국 전 태어라고 하면 못할 정도로 쉽게 단련되더군요. Его взяли абсолютно глупо и случайно весной 2006 года. Он залез в очередной частный дом, чтобы забить спящих хозяев железной трубой. Но в доме оказался молодой парень со своим отцом. Мужчины не растерялись, дали маньяку жесткий физический отпор, скрутили его прямо на полу и вызвали полицию. И вот тут Чон Нам Гю раскрылся во всей своей безумной красе. Когда его везли на допросы и следственные эксперименты,
Вокруг здания суда стояли сотни журналистов и плачущие родственники погибших. Другой маньяк на его месте прятал бы лицо под капюшоном. Но Чон Нам-гю, он откровенно ухмылялся прямо в объективы камер. Он буквально ловил кайф от того, что теперь вся страна знает, кто он такой. На заседаниях суда он вел себя как поехавшая рок-звезда. Демонстративно пытался ударить ногой родственников убитых им людей, плевался, кричал, что судьи работают слишком медленно и требовал как можно быстрее вынести ему смертный приговор. Он открыто заявлял на допросах: «Если вы меня когда-нибудь выпустите, я сразу же продолжу. Я физически не могу жить и не убивать». Суд в итоге дал ему то, что он просил – смертную казнь. Но в Южной Корее на этот приговор наложен официальный мораторий. То есть людей не казнят физически, а просто садят пожизненно в строгую одиночную камеру. И вот тут государственная тюремная система его сломала. Но очень странным, изощренным способом. Из-за полной изоляции Чон Нам-гю лишился своего главного и единственного наркотика – возможности выходить на ночную охоту и убивать. У него началась дикая, разрушительная психологическая деструкция. Он пытался писать длинные, бессвязные письма тюремным профайлерам, детально описывая, как внутри него горит огонь, требующий свежей крови. Он умолял либо дать ему жертву, либо казнить его по-настоящему. В декабре 2009 года этот внутренний огонь сожрал его самого. Чувак просто не выдержал трезвости от насилия и смастерил петлю из обычного пластикового пакета. Чон Нам-гю навсегда остался в истории мировой криминалистики как один из самых жутких примеров того, что маньяками иногда движет не тяжелое детство, не обида на женщин, не голоса в голове. Им двигало абсолютное, чистое, почти спортивное зло. Ему просто нравился сам процесс. Что вы думаете по поводу этого персонажа? Делитесь в комментарии. Я думаю, что по уровню жути смерть от самоубийства этого персонажа, наверное, одна из самых жутких, с которой пока что я сталкивался. Человеку было просто больно от того, что он не мог делать боль другим. С вами был Илья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я продолжу стараться для вас. Увидимся в следующем выпуске. До свидания. 아저씨 좀 도와줄 수 있겠니? 준비는 끝났습니다. 이제 실행만 남았네요. 엎혀 있었고 흉분 옆에 누워 있었습니다. 키 170cm, 짧은 시간은 실종 당일인 14일 밤 10시에서 11시 사이 목도리로 목이 졸려 숨진 것으로 부검 결과 드러났습니다. 숨진 김군 손에 묶인 매듭은 잘 풀리지 않는 정교한 솜씨였습니다.